Всем здорово, народ! Сегодня поиграем за пятерочку, за Шишера. Потому что сначала личинку я хотел пикнуть, поставил все роли. Но не прокнула, личинка был в бане, потом решил взять Пугну, Пугна тоже была в бане, ну и я такой, все. Вы меня все забанили, получайте. Получайте, распишитесь. Пятерка, Шишер. Не проигрывает никогда. Катка, в общем, была довольно интересная. Прям действительно услада для глаз, на самом-то деле. Давно такого не было, как говорится. Здесь, конечно, загуляла дровка слишком сильно. И мы оформляем ПБшечку. Гачист, проливая первую кровь, убивая Шушинского. Эти никнеймы — это, конечно, отдельный вид искусства. Ну, не говоря уже про наш Чуферкок, но это отсылка. Кто шарит, тот шарит. В общем, приятная катка была. Здесь я решил собой пожертвовать ради руны. На самом-то деле думал, что мне хватит стиков, чтобы выжить, но что-то, конечно, болт у Рубена больно отбивает, но в целом неплохо. Я сейчас приду фулл реса на лайн, руну у них забрал, пойдет. Не так уж и критично, я здесь умер. Плюс купил себе апнутые стики сразу, чтобы быть уже максимально боевым. Значит, стоим лайн вместе с Джаггером против Пуджа и Рубика. В целом должно быть довольно нормально, не то чтобы это как-то неприятно. Дровка с Леоном наверху против Тайда Тускара. И на миде у нас Инвуркил, против нас Магнус. Кстати, сейчас Магнус очень мощный в целом же, да? И как тройка, как мидер. Как мидер очень мощный Магнус. На самом-то деле очень недооценен. У него там кнопки просто миллион дэмэджа наносит из-за того, что у него импауэр постоянно нажимается. Он фармит как ошалевший. Там нетворс всегда огромный. И, соответственно, импакта тоже от него бывает много. Здесь подблочили спот крипов вражеский. Да, симфония спылов от вражеского Пуджа. Проверил вард на всякий случай. Предполагал, что его там нет, но у меня было два сентрика, и как будто бы один можно спокойно поставить, чтобы проверить вижен, присутствует там или нет. Опять же, если бы он там стоял, Пуджу было бы довольно просто хукать, это было бы неприятно. Пока лайн довольно степенный. Опять же, я саппортить, если честно, особо не умею. Я как бы на саппортах редко играю, но в целом обычно лайны выигрываются. И для моего кэррича обычно происходит фрифарм. Но опять же, если вы пикнули лича, то как будто бы вашему керри прям максимально комфортно играть в целом и на лайне, и по игре, потому что, ну, лич, понятное дело, в объяснениях не нуждается. Слишком сильный саппорт, неимоверно мощный. Но, опять же, купили шард, и можете делать соло-киллы. Шард, блинк, аганимчик, я не знаю, все. Бегайте по мапе, просто соло убивайте. Тут как будто бы можно было пробить Пуджа, но я вижу, что у меня Джаггер не стрейфуется, понимаю, что ладно, тогда пробивать мы его не будем. Первый спел не нажимаю, но вот сейчас задожить хук, и после этого можно выдать им жучков и под крутилку пробить Пуджарского. Также можно подбить Рубена, но опять же, посмотрите, насколько им больно. Они слишком сильно как-то обнаглели, задавили. Возможно, здесь хватит дэмэджа добить Рубы Слава, хватает дэмэджа, да, здесь спокойно его добивать. Ну и все, отличненько, килл имеется. Опять же, Джаггер крипов фармит, у Пуджа ресурсов нету. Мы себя довольно комфортно и вальяжно чувствуем. Сейчас я могу поставить свой центрик, сломать вражеский, потому что я понимал, что они меня видели, пока я шикучу нажимал. Соответственно, где-то стоит центря. Ставим в идеале, конечно, в кустике, но они понимают, что я поставил тут его возле вражеского центрика, возле их центрика, они его могут сломать в случае чего. Но если бы я мог поставить, допустим, центрик справа, в лес туда, прям далеко в кусты, в целом рейнджа бы хватило. Но я решил, знаете, прям на верочку его воткнуть, чтобы 100% сломать вражеский центрик. И ни в чем себе дальше здесь не отказывать. Попробую отвести крипов, вдруг Рубен не отведет, не зарягрит их обратно. Но это, знаете, такие просто надежды, очевидно. Он здесь никак не давал мне сделать отвод, но попробовать стоило. А вдруг бы он зафакапился, завтыкал бы, я не знаю, там решил бы на мид посмотреть и все. Отвод бы получился. Опять же, пока у меня Джаггер фрифармит, особо каких-то активных действий предпринимать нет абсолютно никакого смысла. Ну, типа вот забрать лотус и все, и просто смотреть, как Джаггер добивает крипов. У него с этим делом все хорошо. 13 крипчиков имеется, все чики-пики. Думаю, можно на нетворсы переключить, посмотреть, что вообще тут происходит. Ну вот, да, Джаггер топ-1 нетворс карты. У инвокера тоже все хорошо. У Пуджика, ну, пойдет, нормально. Так, Урса нам помогает. Клэпнула по вражинам. Короче, если просто начинается какой-то бой на лайну, то Вивер, очевидно... кстати, аспект, да, на Вивера берем не через Шикуча, а через червячков, чтобы опыт у нас постоянно капал, чтобы мы по опыту не отставали, а если и получится, то наоборот вообще вперед вышли по опыту, по сравнению там с противниками, чтобы от своих тиммейтов также не отставать. Довольно приятно. Но здесь я, короче, решил просто выдать Шикучу, точнее, первый спел, червячков положить. В идеале, чтобы забрать там пару крипчиков, как-то отзонить моих противников. Я не знаю, он на Пудже очень хочет меня почему-то кукнуть. Либо он специально изначально рассчитывал на то, что он хукнет крипа. Непонятно. Короче, Джаггер просто решает у меня фармить, не хочет вообще никак в файт ввязываться, и на самом-то деле правильно делает.
Типа ему нет смысла здесь активно как-то себя вести, что-то делать. Восстановил себе ресы, кстати, нажав Лотус. Вот он фармит, его не прессингуют, у него все хорошо, просто крипов отфатачит. Зачем? Зачем ему пытаться убить Рубика или там Пуджа? Потратить на это время, проебать крипов, и если мы не убьем Рубика, вот это будет тильт для моего Джаггера, поэтому да. Он на самом-то деле все правильно делает. Тут решил все-таки подблочить им спаун крипов, плюс одновременно сломал вражеский центрик. Я не знаю, он, короче, здесь сделал хук в No Vision и в меня попал. Я из-за этого подумал, что у него там стоит опс на горке. И принес свой центрик, поставил, там опса не оказалось. Он просто тупо в No Vision дал хук там спустя 1,5-2 секунды, как я пропал у него с монитора. Короче, повезло пацанчику. Вот я думал, что здесь стоит у него опсяра, но ее, соответственно, там нету. И вот здесь понимаю, что у меня уже Джаггер решил попиздиться, но я никак не могу его не поддержать, очевидно. Опять же, пробили Пуджа, задоджили хук, здесь все у нас чики-пики, тут все просто. Вкачал, наконец-то, двойную тычку на Вивере, казалось бы, и хочу подавить здесь, очевидно, в Рубика, хочу его убить, или там Пуджа подпробить. В общем, как-то их здесь поднапрячь. И вот такой вот моментик. Пудж решил не спасать Рубислава. Я его очень быстро не убивал, специально, чтобы под хук не попадаться. Стоял как бы за Рубиком, за его хитбоксом, чтобы если Пудж уж хукнул, я просто спрятался бы за Рубена, и хотя бы вот у Рубена хук бы отлетел, а не в меня. Но Пудж вообще решил кухню нажимать, поэтому ладно. Благодарим ему за это и бежим за руну. За руну экспы. На 7-й минуте не забирает вражеский Пудж, забираю ее я. И вот сейчас мониторю мид, понимаю, что у меня тускарчик выходит на Магнуса. Хоть он и под щитом, я думаю, что втроем у нас должно хватать дэмэджа на этого Магнуса. Подколил, скорее всего, войс, что давайте мы его попробуем убить. И вот сейчас вот будет гига-выход. Охота на мамонта начинается! Торнадо, ЕМП, колдснэп, окей, пойдут жучки. Влетает тускарчик, шарды ставятся, очевидная РП. Хватит ли дэмэджа? Неприятный подкоп. Видимо, дэмэджа все-таки не хватит. Пытаюсь типа а-ля бежать на Магнуса, чтобы просто его как-то отзонить, чтобы он уж сильно слишком не наглел. А то он, видите, вот так вот хочет постоянно свою волну выдавать. И, конечно, дэмэджа с волны многовато. Ну окей, вы убили жизнь у Леоныча, который слишком сильно занаглел. И еще и Рубик подставляется. Не знаю, на что он рассчитывал, когда вот так вот выходил. Еще и Рубислава получилось у нас убить. Магнус, очевидно, хочет килл забрать. По сути, на фришном тускарчике. Накажем ли мы его здесь за это, не знаю, непонятно. Как будто бы хотелось бы наказать. Но у инвокера хп мало, он как-то все-таки регенку эту не подбирает. А ведь стоило бы подобрать эту регенку. Ну, по идее, она ему достается, потому что там торнадо у него имеется. Магнус никак его не убивает, да. Все, регенку инвокер забивает, все, у нас щеки-пики. Ну, вот опять же, вышли на мид, типа, поубивали парочку саппортов. Да, умер Тускар, но мы выиграли время, выбили телепорты. Единственное, я не понял, зачем мой Джаггер нажал ТП наверх. Возможно, они там кого-то убивали вместе с Тайдом, но он просто оставил свой лайн, как будто бы остался бы снизу, просто продолжал бы фрифармить. Такое вот дело непонятное. Нет, дровка все еще там находится. У Джаггера ультимейт имеется, у Тайда... ну понятно, он, короче, видимо, захотел с Тайдом вместе убить дровку, да? Да, у них, скорее, это все получилось сейчас сделать. Да, дровка откисает. Ну, допустим, хорошо. Но как будто бы вот это у него был не очень продуктивный мув, разве нет? Лучше бы он просто остался на ботлайне и качал крипов дальше. Ну, допустим, ладно, дровку убили и хер с ним. Тут я ушел принять пиццу, пацаны. Ушел принять пиццу, поэтому не обессудьте, постою АФК. Тут, кстати, был такой момент, давайте я вам даже его покажу, наверное. Не буду проматывать именно рывком. Посмотрим, что у меня было тут с крипами, какая суета происходила. Я поставил просто на... Короче, я умер от крипов. Вот. Я просто умер от крипов, пацаны, пока забирал пиццу. Такой вот моментик имеется, приятный. Что-то я думал, что Вивер может перебить нейтралов на 6-м левеле, но как-то не пошло. Чисто откис, отдал стрик крипам, нормально. 2500 нетворса Вивер. Вивер пятерочка. Но это не самое главное. Главное это импакт, правильно? Правильно. На самом-то деле можно было бы поставить какие-то дальние варды и попытаться вырезать курьеров вражеских. Тоже такая опция присутствует. Попробуйте руны прям забирать экспы максимально вот прям на них упор сделать. На 7-й минуте у меня получилось забрать руну экспы, да, но вот на 14-й я не помню. Я точно помню, что я не отслеживал КДшки на руну экспы. Вот это вот 100% информация, которую я могу дать. Выходит на Джаггера, он почему-то здесь решил не нажимать ультимейт, я прям помню этот момент. Соответственно, на него был выход, он ловит РП, не нажимая ульту, и просто откисает. Но здесь нужно же пофайтиться, очевидно, хотя бы Рубислава забрать. Выдаются жучки, но у него, кстати, мои шикучи. И это неприятный момент. Когда Рубик забирает шикучи, это прямо...
больно по вашей команде ударяет, потому что, опять же, он очень быстро вечно бегает, неубиваемый, нужно покупать вижен отдельно под него и так далее. Ну, по крайней мере, на время, пока у него эти шикучи имеются. Тут почему-то не прокнул, у меня тычка в мисс ушла или что, я не понял, почему я не добил Рубика. Или у него, не знаю, там, стики нажались, но вроде бы не было анимации стики, как будто бы загулял Пудж. Вырывается тускарчик, 20 стиков имеется, не успеваю нажать, потому что я был в скьювере. Не мог их нажать никак, но здесь, по идее, да, откисает и Магнус, и Пудж. Не знаю, зачем он упоролся в меня. Размен нас более чем устраивает. 5 Шишер на вражеского мидера и на Пуджа 3. Да? Вполне себе приятный размен. Следующий выход. Выход на дровку. Дал телепортик, но здесь, кстати, будет сейф ТП сразу идти от Леона, но опять же у нас имеется... у нас Раваги нет. У нас не имеется Раваги, вот такая вот неприятная ситуация. Но по идее инвокер должен там добивать 100% дровку, мы пока занимаемся суетой. Но прилетает Пудж, я бегу в дровку, чтобы опять ей ульту выключать по возможности. Ну и как бы, чтобы ее добить, очевидно. Умирает дровка, но мы разменялись на нашего мидера, на нашего инвокера. В целом пойдет, как будто бы, если еще Пудж откиснет, а он откиснет. Это будет явно приятный разменчик. Залетает вражеский торнадо, мы его доджим. Сможем ли мы Рубислава здесь догнать, убить? Но опять же, он забирает шикучи здесь всегда, стоит 100, поэтому убить мы его никак не сможем. Не поддержала команда в этом плане, не пошла на Рубика сразу. Рэвидж залетает, Рубик, очевидно, убежит. Но убежит ли он далеко? Достаточно. Да, достаточно далеко тоже убежит. Окей, выживает. Прилетает Соларка. Сейчас можно уже прям нехило так бафать нашего гачиста, чтобы он уже лица бил. Опять же, на инвокера приятно нажимать Соларку. Здесь понимаю, что... Хороший хук. За попытку лайк. Понимаю, что все враги будут на миде, но как будто бы мы должны их здесь оставлять. Телепорт от Джаггера нажимается. Плохая ульта, конечно, с его стороны. Но и как-то неприятно. Никто не может поддержать меня с врывом. Я пытаюсь в бэклайн вот так вот залететь, чтобы, опять же, напрягать всякого Рубика, напрягать Леона в случае чего. Ну, опять же, давать вижен своей команде, чтобы они понимали, где враги находятся. Но они как-то супер пассивно на моих тиммейтах играют, не хотят заходить, хотя мы их здесь всех хороним, вообще вся вражеская тима здесь должна откисать. И вот только сейчас под шарды они куда-то вот уже пошли. Ну, они должны были сделать это гораздо раньше. Гораздо раньше. Тогда бы еще и Магнуса похоронили, он бы не успел убежать. Здесь я нажимаю смоки в надежде, что вдруг он где-то останется, там Леончик, если вдруг завтыкает. Но здесь мы, по-моему, никого не догоним. Инвуркил заколил, что можно выйти в тройку в целом, почему бы и нет. И мы видим Магнуса, можно Магнуса сейчас убить, опять же, по смоками, пока они у нас имеются. Летим на Магнуса. Хоть он и под Т2, как будто бы дэмэджа нам должно хватить. Опять же, Торнадо, Колснап, ЕМП. Даем жучков, колобок, и умирает Магнус. Отлично, сейчас можно просто выйти. В идеале забрать стаки большого компа, который мы заметили в тройке через какой-нибудь через сифтельку инвокера. Но я не знаю, насколько у него прокачан экзорт вообще. Прокачан ли у него он в двоечку взять, но двоечка это мало. Скорее всего, не хватит даже на то, чтобы крипов убить нормально с тефтельки. Хотят меня убить, но мы так просто не даемся. Тускарчик, кстати, рядом, инвокер тоже рядом. Ну и, очевидно, здесь уже Рубену умирает, потому что имеются приятные такие вот шмоточки под названием Witchblade на инвокере. Очень мощно, конечно, он, когда появляется так рано. Враги начинают тупо гнить, и это всегда приятно. Видим дровку на миде, видим телепорт от Магнуса, по-моему, на мид. Понимаем, что сейчас будет суета. Я не знаю, как тут, короче, меня убило. Просто жука придавили. Хрен его знает, если честно. Там что-то очень много дэмэджа в моменте залетело, но вот такой вот прекрасный рэвидж идет. Ульта от Джаггера. Туз скрывается. Катится колобок. Задоджил, соответственно, ульту Леона. Мой Джаггер своим Blade Fury, своей крутилкой. И также дровка отправляется в таверну минус 4. Произошел очень такой красивый файт на самом-то деле. Он как бы не супер сложный какой-то, да, не было МЛГ моментов, но он красивый. Он реально красивый, все хорошо получилось. Реально не понял, как меня там сбрило в моменте. Видимо, просто с волны Магнуса в меня залетело очень много дэмэджа. Ну так-то да, там 300 урона. У него еще у него шарт имеется, все понятно. Наша команда где-то стакнулась в топе. Я тут решил в это время пока вижен поснимать, пока убивали Рубена под вражеским Т2 тавером. И решил такой дальний глубокий вижен поставить, чтобы если какие-то движения фармовские происходили, то мы бы их видели. Если бы здесь дровка фармила и так далее. Как будто бы хотелось бы этот вижен позащищать, но почему-то, опять же, вся моя тима не хочет идти под вижен. Я по-любому говорил: пацаны, давайте вот сыграем под мой вард, просто здесь его поохраняем, не дадим его сломать. Ну, кстати, подошли, окей. Как-то Пудж с Леоном заочковали, и правильно сделали на самом деле.
Поэтому вард стоит, вижен, имеется. И вот тот самый вардик, и вот тот самый шушинский. Как раз таки про то, что я и говорил, реализация прям такая вот идентичная. Вышла дровка пофармить крипчиков, мы с Тускаром в нее прыгаем, но двойной форстав спасает на самом-то деле положение, и дровка выживает. Выходит, хоть и лоу хп мы, конечно, оставили. Неприятно то, что она выжила, хотелось бы здесь очень сильно убить, но тем самым мы спалили вард, по сути, не убив дровку. Это неприятно. Естественно, вард нам задиспелили, но остался еще такой вот вард дальний возле Т3, между Т3 и Т2 на топе, если можете увидеть. Как-то слишком нагло задержался инвокер, ловит РПшку, но мы подбегаем. Суеты можно навести. Грейвсы от Тайда. Это приятно. Вражеский торнадо от Рубена. Накинул Солар на инвокера. Задоджил хук ультой. И как будто бы нужно просто в дровку здесь упороться. Не знаю, что-то дровку никто не бьет, но стоит. Казалось бы, лоу-хпшная. Но почему-то ее не бил инвокер. Инвокер решил побить вражеского Рубена. Сейчас бы дровка просто умерла, если бы он ее бил с руки. Но Санстрайк догоняет вражескую Драу Рейнджер. Вражескую Траксу, и она тоже откисает. Ну, конечно, максимальный прессинг по противникам. Они даже не смогли пробить инвокера, который, казалось бы, должен умирать был. Он слишком сильно задержался. В него, не помню, либо с блинка. Там же есть блинк у Пуджа? А, нету. Там, видимо, пуш на ноге до него дошел. Магнус с него ульту поставил. Вот здесь вот постелил. Но инвокер все равно выжил. Мы потом уже файт этот перевернули под РП и так далее. Не под РП, под Равагу. Магнус инвокер. Два мидера снова встретились на центральном коридоре. Из смоков вылетают вражины. Здесь мы задоджили стан просто от Леона, чтобы по него не попасться. Магнус нажимает РП, но полетает только по мне. Соответственно, 19 стиков позволяют нам выжить. Умирает также Рубислав. И я немножко решил подвыйти, поскольку всего лишь 200 хп осталось. Вражеский Магнус умер, мой инвокер выжил. Троих убил Сиськоплюй 24. Ну и по сути все. Теперь можно стакаться в пятером, ломать им все Т2 вышки, отойти на Рошана и потом уже заходить на ХГ. Довольно было бы это логичным и простым действием в данной ситуации. Помотаем дальше. Пнуть бы Магнуса. Пинается Магнус, но как-то не очень далеко. Ошибочка от Тускара. От Дилдониса. Накидываю на него соларку. Сейчас, по идее, нужно просто подбегать к нему на шикучах, нажимать агоним, но он слишком далеко был, в него попал хуком мой пудж вражеский. У нас залетает вражеская Равага, залетает РП вражеская. И вот сейчас будет файтинг, конечно. Просто стоим сзади, ждем момента, чтобы подхилить инвокера, если что, с агонима. Нажимаю в него тайлап, чтобы просто зарегенить ему, опять же, хпшку и под БКБшки. Вся вражеская тима отправляется в таверну. Здесь Магнус пытается на скьювере завести инвокера подальше, но очевидно, туда я уже не могу бежать. Слишком далеко. Нормально, выбили бай с Магнуса, бай с Леона. Почему бы и нет? Вся вражеская команда просто потерпела фиаско, опять же. Но все началось с Туска. Когда слишком плохо он нажал свои кнопки, полетел прямо туда подальше к ним под Т3, его хукнул Пудж. Туда уже слишком далеко мне было бежать, я не успевал. Соответственно, да, спасти его не смог, и мы принимали файт в меньшинстве, но даже так получилось убить бая. Солидно, приятно, окей. Постоянно пушится лайн у вражин. Опа, вот сейчас уже хорошо получилось. Выпинывается Леон. Леон умирает закономерно. Сейчас в идеале мне успеть спасти Дилдониса. Спасаю Дилдониса, все, становится фулл хпшный Туск. Конечно, из-за того, что рейндж такой вот маленький у нашей ульты, приходится терять позиционку и тоже бежать прямо во врагов, но с другой стороны слишком сильная ульта, чтобы этим не пользоваться. Опять же, когда мы, например, в керри нажимаем нашего ультимейта, он становится фулловый, но это реально очень мощно и, конечно, геймчейндж такая шмоточка, когда ты можешь просто тупо одной кнопкой спасти своего тиммейта, это приятно. Такая вот Равага залетает, в целом неплохо. Опять же, можно убить дровку под нее. Найс. Ультра-клип от Гачиста. И оставить рэмпэч на Пудже. Бэйм. Вот такая вот суета, пацаны. Якорь на якорь. И также вражеский Рубислав отправляет стер. Ну вот, короче, такая дота. То есть, знаешь, когда у вас подкрученная команда, все хорошо играют, по сути, а вражины, ну, прям вообще ничего сделать не могут. У них и нетворсы хромают. У нас 34 преимущества на 32 минуте 1000. И как-то кнопки они хреново жмут, да и в целом в тильте из-за того, что лайны были у них пососаны, они как-то стакнуться в пятером не могли, а у нас очень хорошо в этом плане получалось, мы просто выиграли лайны, или, по крайней мере, в ровы них отстояли, поубивали несколько раз вражеских игроков, просто стакнулись в пятером и еще несколько раз выпанули всю вражескую тиму, даже какие-то, если у нас смерти и присутствовали, всегда размены были гораздо более выгодны для нас. И, соответственно, мы уже вот таким вот сноуболом пока по противничкам прокатились, не отпустили эту каточку и уже ломаем им, соответственно, вышки. Ну, такая довольно приятная катка. Она не мощная какая-то, знаете, да, не тяжелая, но в целом довольно солидная. То есть играть ее было реально приятно.
когда такой тимплей слаженный в целом происходит, да, у нас не было прям все идеально, но для рандомов, это прям очень хорошая катка на самом-то деле. Редко такое встретишь, когда вот прям очень хорошо и все друг друга понимают, чувствуют. Когда все друг друга чувствуют, это редко происходит. Поэтому такая вот суета, народ. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч на новых видосах. Всем чао, всем пока.